рад всех видеть на канале. Входите. Я ждал вашего прихода. Спасибо за просмотр. В пятницу студия Supermassive Games официально объявила о скором выходе новой части антологии The Dark Pictures. Всем привет! Вы на канале Salsa Gamer опять, чтобы узнать, во что поиграть. Поехали! Четвертая часть антологии The Dark Pictures завершит первый сезон антологии. Новая игра получила название The Devil in Me. Напомню, что The Dark Pictures — это серия кинематографичных игр с разветвленным сюжетом в жанре хоррор. Вышло уже 3. Мне лично понравилась первая Man of Medan и последняя House of Ashes. А какая часть понравилась вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Но четвертая по сюжету обещает превзойти все предыдущие. О нем и будет видео. Заранее извиняюсь перед зрителями, нарезок геймплея игры пока нет, поэтому в кадре будут мелькать игровые процессы с других моих прохождений Dark Pictures. Тизер анонса начинается со звонка неизвестного, и тот приглашает главных героев посетить некое место. О нем чуть позже. Главными героями будет съемочная группа документалистов-любителей. Они колесят по Америке и снимают сюжеты про криминальные события, в том числе про серийных убийц. Внезапно им поступает звонок с приглашением посетить отель «Замок» в Чикаго, которым некогда владел первый американский маньяк Генри Холмс. Он убил в этом отеле 200 человек, и это только те, чью смерть смогли установить детективы. Заманчивое предложение, ведь может получиться отличный сюжет, который вернет падающие рейтинги. И они отправятся в отель, не подозревая, что новый хозяин заведения намерился превзойти бывшего владельца. Всего играбельных персонажей будет 5. Как показал WeQuery, теперь для своего кино Supermassive Games нанимает известных актеров, что сказалось не в лучшую сторону на стоимости игры. В новой игре тоже будет мелькать знаменитость. Кейт Уайлдер – одна из протагонистов. Ее сыграет Джесси Бакли. Джесси Бакли снималась в сериалах «Чернобыль», «Война и мир», «Табу», «Фарго» и «Молодой Морс». Пришло же время поговорить о самом месте действия. Отель «Замок» был расположен в центре растущего и начинающего процветать Чикаго. В свое время это величественное трехэтажное здание с богатым фасадом, украшенным замковыми башнями, считалось достопримечательностью центра города. Владел им Генри Говард Холмс. Это имя себе присвоил Генри Уэберт Маджет. Оно принадлежало одной из его жертв. В детстве Генри был очень умным мальчиком, но панически боялся смерти и все, что с ней связано. Одноклассники решили проучить всезнайку и затащили ее в дом местного доктора. По моде того времени доктор держал у себя заспиртованные органы и человеческий скелет. Ребята заставили Генри прикоснуться. К удивлению Генри, он не испытал омерзения, а был очарован красотой. Он все больше стал интересоваться анатомией и медициной. Но его семья бедна, ее содержит пьяница-отец, который поколачивает его и мать. Поэтому Генри решается на свою первую аферу. Он женится тайком против воли отца на дочке богатого фермера. Затем же добивается от него выплаты приданного и уезжает с этими деньгами, бросив жену и малолетнего сына. Он поступает в медицинскую школу, и к его страсти к анатомии, препарированию и медицине добавляется алчность. Генри очень хочет разбогатеть. Генри начинает заниматься аферами. Он некоторое время преподавал, вымогая со студентов взятки, соблазнял и обворовывал женщин, а также занимался тем, что заключал фальшивые страховые полисы на несуществующих людей. Потом обезображивал трупы до неузнаваемости в медицинской школе и выдавал их за погибших, получая страховку. Он решил выгодно жениться на дочери богатого торговца недвижимостью. Генри попробовал отравить его, смешав сахар с мышьяком, но его раскрыли, и молодому человеку пришлось бежать. Он перебрался в Чикаго и устроился в помощники к аптекарю. Он умирал от рака, и его жене нужна была помощь с аптекой. Генри нанялся в помощники и предложил выкупить аптеку в рассрочку. До смерти аптекаря он исправно платил, после же перестал, а вскоре бесследно пропала и вдова. Генри продал аптеку и прямо напротив купил землю, на которой стал строить главное детище всей своей жизни – отель. Он спланировал его вместе с архитектором, но предпочитал нанимать бригады строителей сам
и лишь на испытательный срок. Часто он прямо на стройке изменял планировку. Бригады часто увольнял, был недоволен их работой и прогонял, не заплатив. Попутно Генри продолжал заниматься аферами со страховыми векселями. Когда же отель был достроен, то в центре Чикаго появился несуразный готический замок, напоминающий о старых рыцарских временах. Тут Генри разошелся вовсю. Позже, во время обысков отеля, полиция долго не могла ничего найти, кроме необычной планировки. Но вскоре они находят необычную шахту, ведущую вниз. Начинается более тщательный обыск. В подвальных помещениях находят резервуары с кислотой и гашеной известью. Полиция теперь понимает, что необычная конструкция отеля объясняется тем, что каждый номер — это газовая камера. Владелец запирал жертву на ключ, а потом из своего кабинета поворачивал газовый вентиль и отравлял жертву. Номера, соответственно, были без окон и максимально герметичными. Затем, сбросив тело через шахту в подвал, Генри либо его препарировал, либо обрабатывал в кислоте или извести, а скелет продавал в популярные тогда анатомические театры или медицинские школы. За каждый он получал около $200. По тем временам деньги весьма немалые. Когда отель открылся в 1892 году, никто не мог и подумать, что он станет кладбищем для более чем 200 человек. В 1893 году, когда в Чикаго проходила Всемирная выставка, в отеле остановилось и пропало более 50 человек. Родственники не знали, где люди останавливались в Чикаго, поэтому полиция никак не заподозрила Генри. Он присваивал и продавал имущество погибших постояльцев, по-прежнему заводил любовниц, но теперь не обворовывал их, а предпочитал убивать и забирать все. В своих аферах со страховкой он также идет дальше. Теперь он выбирает жертв без родственников, инсценирует несчастный случай и затем выдает себя за близкого друга погибшего, получая страховой взнос. На одном из таких случаев Генри и погорел. Крупная страховая компания Fidelity Mutual Life нанимает частного детектива Фрэнка Гейера. Компания подозревает, что страховой случай, по которому компании пришлось выплатить $10 тысяч, является аферой. Берясь за дело, Гейер, скорее всего, не рассчитывал, куда оно его заведет. Он быстро напал на след афериста и вышел на отель-замок. К тому времени он уже узнал, что мистер Холмс патологический лгун и часто выдает себя за других людей. Но он застал отель на ремонте, а его владелец уехал. Дело в том, что алчность Генри сыграла с ним злую шутку. Он не только убивал ради денег, но имел привычки занимать денег и не отдавать. На это есть один показательный случай. Генри заказал для отеля огромный сейф, но и не подумал за него расплатиться. Когда бригада рабочих прибыла, чтобы его забрать, то они не смогли увезти сейф, не сломав стену отеля. Сейф пришлось оставить, но долги росли и кредиторы стали угрожать Генри. Ему пришлось срочно бежать. Детектив Гейер, уже поняв, что перед ним опасный преступник, стал активно сотрудничать с полицией в попытках поймать Генри. Генри же часто менял место пребывания. Генри Холмса наконец настигли в Бостоне, откуда он намеревался на корабле отправиться в Европу. Полиция его арестовала практически перед отъездом, но арест послужил только началом дела первого американского маньяка. В игре съемочная группа отправится в логово маньяка, который решил превзойти знаменитого Генри Холмса. Только от игрока зависит, получится у него или нет. Разработчик обещает в этой части дать больше свободы игрокам. То есть персонажи смогут прыгать, лазить и карабкаться не только в заскриптованных игрой местах, а свободно. Это будет мотивировать игроков к исследованию мира. Рекомендует проходить игру с товарищем, потому что в ходе игры придется часто решать, прийти ли на помощь товарищу или нет. Игра выйдет уже осенью 2022 года. Русский язык прилагается в виде полного перевода. Игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox. И это все, что известно об игре на данный момент. Напоминаю вам, что вы все красавцы и красавицы. В этом году уже вышла еще одна игра у Supermassive Games The Quarry. Подробности по ссылке наверху. Не забудьте поставить ролику лайк и подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что поиграть. Черканите в комментариях что-нибудь цензурное для продвижения ролика. Пока-пока и не бомби по пустякам.